Всем огромный привет! Сегодня хочу показать черенки фиалок, которые были посажены в субстрат из торфобрикета. Это продолжение эксперимента для прошлого видео. Ссылку на него оставлю. Это последнее видео, где я показываю почвобрикет. Мне тоже было интересно, что из этого получится, так как я очень давно ничего не сажала, не укореняла в таких торфяных брикетах. И сейчас это особенно актуально, когда вместо классмана нужно покупать другой торф. Есть, конечно, пару вариантов на выбор, но нужно смотреть именно для ваших условий выращивания, как и что будет развиваться. Ну и почему бы не попробовать тот же торфяной брикет, просто ради интереса посмотреть на результат. Поэтому у кого было много вопросов, можно ли пользоваться полноценно такими вот почвобрикетами для выращивания фиалок, сейчас я вот покажу и расскажу конкретно на определенных этапах развития, от листа до взрослой розетки. Смотрите, помимо этого хочу еще обратить внимание, что листики для посадки были взяты, скажем так, не самые крепкие, не самые зеленые. Почему? Потому что на тот момент я как раз переукореняла фиалки и, как обычно, снимала нижний ярус листвы, как мы убираем листики, когда переукореняем. И можно сказать, что все эти черенки были бы на выброс. Ну, я решила как раз их посадить в субстрат из торфяного брикета. То есть такой, можно сказать, двойной эксперимент. Как видите, все листики благополучно укоренились. У всех листиков проклюнулись детки, причем очень быстро. Где-то это одна детка, где-то две детки. Вот у этого листика 3 детки проклюнулось. Они еще такие маленькие, пестролистные, но лист очень быстро укоренился и выпустил деток. Вот здесь одна детка. Но абсолютно все листики с детками я размочила брикет. Я показывала в видео, потом добавила в него немного пенопластовых шариков и все. Больше ничего не добавляла, ни перлит, ничего. Сразу посадила листики. Вот здесь вот 2 листа в одном стакане. Скажу сразу, что мне не очень нравится укоренять по 2 листика. Это абсолютно неудобно. Лучше по одному листику, конечно, сажать. Но когда не хватает места в теплице, то, конечно же, можно укоренить и 2 листика. Как видите, один лист выпустил детку. Такая вот хорошенькая детка, это сорт Н радость, а второй лист пока сидит без детки. Но ничего страшного, когда вот эта детка еще немножко подрастет, я этот лист уберу, а лист, который без детки, я, конечно же, осмотрю. Возможно, снизу на самом черешке у него пятка, которая не дает проклюнуться деткам, и, возможно, лист придется переукоренить. А возможно, в зачатках я еще даже и увижу малюсенькие детки, и просто он тогда будет развиваться отдельно, самостоятельно в стаканчике. Вот такой вот результат. Этим видео я хочу показать, что фиалки не такие привередливые. Если создать для них благоприятные условия, к этим благоприятным условиям, конечно же, относится температурный режим. Температура не должна быть слишком понижена, так как листики будут тогда укореняться слишком долго, им будет некомфортно, либо они просто начнут загнивать. Поэтому если вы укореняете на подоконнике листики и стоит у вас тепличка на подоконнике, то желательно его утеплить, если он холодный, чтобы листики быстрее укоренились. Также, конечно, важен световой режим, но в зимнее время года, если у вас нет искусственной подсветки, то естественное освещение для листиков вполне подойдет.
Это не взрослые розетки, которые запускают цветоносы и которым нужно действительно обильное освещение, чтобы увидеть хорошие шапки цветов. То для листиков вполне подойдет дневное освещение. Вот результат сейчас в зимнее время. Я показываю, как все листики укоренились. Поэтому все прекрасно растет. Вот, посадила я их, и примерно около 2 недель я в теплицу не заглядываю. Влажности им хватает надолго. Еще немного детки подрастут, и теплица им будет не нужна. Вот такой вот результат. Поэтому, если вам, допустим, достались листики с нижнего ряда, либо они такие идеальные, ничего страшного, все прекрасно укореняется. Это что касается черенков. Далее, что касается взрослых розеток. Я также ради эксперимента посадила детку, отделила от материнского листа и посадила ее в такой вот торфяной брикет. Вначале детка была зеленая, хорошо развивалась, но вот уже на стадии стартера, уже когда она стала хорошо облиственной, детка, вернее старт, начал желтеть, сама розетка. Поэтому именно для взрослых розеток торфяной брикет, наверное, не очень подходит. Я думаю, из-за того, что в составе больше содержится питательных веществ с азотом. Так было указано в инструкции к этому почвобрикету. Он больше идет вот для рассады, для деток, таких вот маленьких, а именно для розеток, которые, скажем так, готовятся к цветению, для таких вот цветов. Не очень подходит такой торфяной брикет. Ну, по крайней мере, в моих условиях мне не понравился результат, как развиваются детки вот до стадии стартера, они начинают потом желтеть. Вот. А для листиков, в принципе, неплохой результат. Все детки проклюнулись. Вполне нормальный вариант для укоренения. На стадии цветения ничего не могу сказать, так как не сажала я именно розетку, не запускала на цветение именно в этом торфяном брикете. Вот такое, друзья, небольшое видео. По запросу эта тема была рассмотрена. Кто спрашивал, какой же лучше торф, какой лучше выбрать, так как есть несколько вариантов, какой лучше брать, и разные мнения разделились, какой достойный, скажем так, вариант. Ну, друзья, нужно экспериментировать и именно смотреть для своих условий, что подойдет именно вам. Ну, в принципе, для укоренения листиков можно взять и такой вот торфяной брикет. Любой брикет, любой фирмы, думаю, листики прекрасно укоренятся. Всем хорошего настроения и до новых встреч. Всем пока.